the book of the seven seals. Я вас рад приветствовать, уважаемые подписчики моего канала и просто зрители этого видеообзора. С вами снова Георгий и канал Война и Лавка. Сегодня в нашем видео пойдет повествование о таких раритетах времен Первой мировой войны, как английские ручные гранаты номер 15 и ручные гранаты номер 16. Гранаты с очень интересной, непростой судьбой, которые, несмотря на свое иностранное английское происхождение, применялись и бойцами русской императорской армии на Восточном фронте во время Первой мировой войны, и в гражданскую войну непосредственно тоже. Несмотря на свою примитивную конструкцию и простоту, тем не менее эти гранаты достойны внимания как частичка военной истории. У меня на обзоре не копия, а самое что ни на есть оригинальные образцы 100-летней давности, но соответственно обезврежены, деактивированы, чтобы в таком виде их можно было совершенно легально, свободно хранить, коллекционировать и экспонировать. И соответственно снимать по ним обзоры для уважаемой аудитории. Да, именно подобные макеты гранат уже в виде военного антиквариата, наряду с другими не менее редкими образцами, вы очень часто можете найти в продаже в нашей группе ВКонтакте с одноименным названием. Ссылка на группу будет в описании к этому видео. Шаровая граната номер 15, или как ее еще прозвали в войсках ракетный шар, изначально создавалась с целью заткнуть брешь в поставках к проливу Дарданелла, Галлиполийское сражение, где ощущалась острая нехватка гранат. При ее конструировании в расчет брали в первую очередь необходимость массового производства быстрыми темпами. Граната не обманула ожидания своих создателей. В начале сентября 1915 года объем ее выпуска превысил 200 тысяч штук в неделю. Естественно, при жаркой сухой погоде в Турции граната показала себя с лучшей стороны. Несомненно, именно это привело британское командование к мысли, что гранату номер 15 можно с таким же успехом использовать и во Франции. Но они ошибались. Граната имеет предельно простую, даже примитивную конструкцию. Это объясняется тем, что в период напряженных боев по 1915 году потребность в гранатах стремительно росла, а заводы просто не могли справиться с их изготовлением. Граната представляет из себя чугунную сферу с диаметром 3 дюйма, заполненную черным порохом или аманолом. Примечательно то, что эти гранаты могли быть использованы как метательные снаряды для прощи. Типичная импровизация первого периода Великой войны. Запал выпускался в двух вариантах с замедлением на 5 и 9 секунд. Второй вариант предназначался для гренадеров, с которыми, как предполагалось, граната должна была работать очень эффективно. Оба варианта использовали спичечный воспламенитель Брока, который зажигался трением о нарукавную повязку и имел свинцовый защитный колпачок, снимавшийся с запала перед использованием. Вот на этой гранате остатки. На этой гранате уже остатки запала, точнее замедлителя, в виде фрагмента унипроводного шнура. По другой же версии, на запалах Брока воспламенение замедлителя происходило как раз при срывании защитного колпачка. Запал состоял из колпачка, терки, корпуса, замедлителя, детонатора и бумажной манжеты. Колпачок был связан с теркой шнурком, замедлительный состав воспламенялся при выдергивании этого шнурка. В качестве замедлителя применялся также короткий кусок огнепроводного шнура, который вставлялся в отверстие в верхней части гранат. Последнее можно объяснить невысокой надежностью и чувствительностью к сырости терочного запала. Масса заряда взрывчатого вещества в гранатах номер 15 была излишне большой, и дабы увеличить размер осколков гранаты, непосредственно в войсках часть заряда, а по некоторым данным половину заряда аманола, заменяли песком или другим инертным материалом. Также номер 15 обладала неудобной формой для переноски и удержания ее в руке. Именно поэтому в скором времени появилась на свет ее модификация в виде ручной гранаты номер 16. Эта граната имела более удобный для переноски и удержания в руке корпус в форме овала. Это обстоятельство способствовало несколько большей популярности гранаты номер 16 в сравнении с предшественницей. На практике это была та же самая граната, но другой формы и с латунной пробкой в нижней части, закрывающей отверстие, через которое граната наполнялась взрывчатым веществом. Предполагалось, что к сентябрю овальная граната полностью заменит шаровую, однако система воспламенения у обеих гранат была одинаковая, поэтому овальная граната страдала от тех же самых проблем в сырую погоду, что и шаровая. К слову о сырой погоде. В книге «Оружие траншейной войны» о гранате написано следующее. В сентябре 1915 года главнокомандующий британских войск в Европе Френч начал наступление при Лусе. В планировавшемся прорыве линии немецкой обороны и выходе на открытое пространство за ней важную роль отводилась шаровой гранате номер 15, или как ее еще называли, гранате ракетный шар. В результате наступления потерпело неудачу, а проблемы с гранатами едва не привели к полному краху. Вот как описывалась эта фиаско. Многие полки получили гранату ракетный шар. Из-за дождя у примерно 18 гранат из 20 не сработал воспламенитель. Одним из подразделений, которым пришлось пользоваться шаровыми гранатами при Лусе, был 2-й батальон королевских уэльских стрелков. Капитан Дун записал, что к ним в батальон поступили новые, весьма неудобные бомбы, известные под названием ракетный шар.
Нарукавные повязки, о которой полагалось воспламенять запал бомбы, промокли настолько, что стали бесполезны. Роберт Грей вспоминал, что оставшихся в живых бойцов двух передовых рот Мидлсекского полка, укрывшихся в воронках перед немецкими проволочными заграждениями, имелись бомбы, но почти все они были нового образца, выданные перед битвой. Их запалы работали по принципу спичек, и дождь сделал их бесполезными. Англичане, находившиеся на передовой, надеялись на то, что поставки ракетных шаров или МОНов, как в свою очередь прозвали гранату номер 16, будут скоро прекращены. К сожалению, несмотря на еженедельный выпуск 33 тысяч гранат Милса, которые были гораздо более технологически совершенными, но как следствие дорогостоящими, снабжение ими не было обеспечено в должном объеме. К началу сентября было поставлено всего около 10% от ожидавшегося количества гранат Милса, поэтому приходилось довольствоваться гранатами номер 15 и номер 16. Как становится ясно из вышеописанных событий, в войсках крайне негативно относились к этим двум гранатам из-за их особой чувствительности к сырости и как следствие ненадежности, неудобства в использовании и малой эффективности. 20 ноября 1915 года Армейский совет недвусмысленно постановил, что единственная граната дистанционного действия, которую он желает видеть в войсках, был образец Милса МК-5, а гранаты номер 15 и номер 16 показали себя совершенно бесполезными и должны быть сняты с вооружения. Армейский совет предложил вернуть все запасы этих гранат в Британию, если только не удастся быстро обеспечить их новыми запалами, нечувствительными к дождю. Такой вариант был неосуществим, и 25 ноября все незавершенные контракты по гранатам были отменены. Неиспользованные гранаты, а также выпущенными британскими заводами после отказа в приемке армией, гранаты номер 15 и номер 16 были в больших количествах переданы Российской империи в качестве военной помощи как союзников по Антанте. Впрочем, на фоне дефицита гранат русская императорская армия была рада и этому. Именно так, как оружие с пониженной боевой ценностью, они оказались на Восточном фронте. Поэтому ручные гранаты номер 15 и номер 16 британского производства вместе с другими гранатами по Первой мировой войне можно встретить на территории Украины и Белоруссии. А также достоверно известно, что корпуса этих гранат состояли на вооружении у эстонской армии, но уже с запалами эстонского производства. Видеообзор по этим гранатам эстонского производства вы также можете найти и посмотреть у меня на канале. Вот такой вот, я надеюсь, необычный для многих обзор, посвященный раритетным экспонатам. Если вам это видео понравилось, буду признателен за поставленный лайк. Всем большое спасибо за просмотр. Заходите, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!